Дом Веги– это необычный шестиэтажный доходный дом с мансардой в духе неоклассицизма, построенный в 1912 году между Мариинским театром и Никольским морским собором. Разработал проект особняка архитектор Сергей Овсянников, а военный инженер Иван Ставицкий участвовал в его строительстве. Сам доходный дом принадлежал предпринимателю Роберту Веге, владельцу Киновеевского ультрамаринового завода. Фасад здания украшен рельефными панно, картинками французского средневековья и горельефами женских образов. Также дом известен своим парадным двором, курданером и аркой из колоннады, обрамленной статуями молодых атлантов. Внутри располагаются благоустроенные квартиры и парадные с мраморными барельефами. В разное время здесь жили успешные и состоятельные люди. Чиновники, аристократы, адмиралы, генералы, артисты Мариинского театра, преподаватели консерватории и художники. Одним из первых в 1913 году в доме Веги арендовал квартиру известный пианист Александр Зелотти с семьей, учеником которого был сам Сергей Рахманинов. Композитор часто посещал дом своего учителя, когда приезжал из Москвы. Вскоре после переезда в новое жилище жена Зелотти, Вера Павловна, написала в одном из писем: «Квартира теплая, и терпеть недостатки нового дома можно». Этими недостатками были влажность, характерная для новых зданий, поэтому поначалу квартиры сдавались по сниженной цене. Среди гостей Зелоти также были Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев, чье творчество он активно продвигал с помощью своих концертов. Федор Шаляпин не жил в этом доме, но часто здесь бывал, так как в его контракте было указано, что он имеет право выступать на концертах Зелоти. Одним из известных жителей этого дома был ученый-генетик Михаил Лобашов. Он жил и работал в доме Веги с 1934 по 1971 год. В 2004 году на здании установили в его честь мемориальную доску. Доходный дом Веги не раз привлекал внимание известных режиссеров. Теперь его можно увидеть не только в сериалах, но и в таких фильмах, как «Рожденная революцией» и «Достояние республики». А одним из самых популярных жителей дома с атлантами является певец Сергей Шнуров.